1951 году работник канцелярии президента Франции Шарля де Голля, известный как Ахмед Мишель, внезапно объявил о своем стремлении покинуть Париж и устроиться в таинственном селении Охуд, всего в 5 километрах от Щекинского района Азербайджанской республики. На тот момент он был уважаемым членом Союза ветеранов сопротивления, опорой президента, его избранной гвардии. У него было все: прекрасная француженка в спутницах, 2 воспитанных сыновей, роскошная квартира в самом сердце Парижа. Он мог бы наслаждаться всем, что предложил этот мир, и весьма комфортный путь жизни. Но что заставило его сделать такой неожиданный и решительный выбор? Друзья и даже высокопоставленные чиновники отговаривали его от этого шага. По некоторым данным, американцы предлагали работу и гражданство Соединенных Штатов. Французское правительство предлагало ему у владения Дижонский завод. Но все бесполезно. На прощание де Голль вручил своему верному соратнику нечто более, чем просто памятный подарок – почетный билет, позволяющий бесплатно путешествовать по всей Франции. Это была привилегия, которой мог наслаждаться только один человек в стране – сам президент республики. Однако, что скрывалось за фасадом престижного работника канцелярии и уважаемого члена Союза ветеранов сопротивления? В Советском Союзе его ждал жестокий сюрприз. Органы государственной безопасности долгое время путем допросов и пыток пытались выяснить, кем же он является на самом деле и с какой целью приехал в СССР. Кардо, Харго, Фраджи, Ахмад Мишель, Армед Мишель, Матье Мишель, Кураже Мишель, Рюс Ахмед – все это имена одного человека, которого на самом деле звали Ахмедия Джабраилов. Также выяснилось, что Мишель родился в селе Охуд Щекинского района. Ахмедия ушел на фронт добровольцем. Попав в окружение со своей частью, Джабраилов получил тяжелые ранения, потеряв сознание и оказавшись в концлагере. Но судьба смилостивилась над азербайджанским парнишкой. Судьбу звали мадам Жанна. Эта добрейшая женщина была простой уборщицей в лагере. Чем-то ей приглянулся молодой человек, и она устроила ему побег. Сделать это было непросто, но она придумала. Выдала заключенного за мертвого и инсценировала его похороны. Она же привела молодого азербайджанского солдата в партизанский отряд. Так, осенью 1942 года Ахмедия Джабраилов стал бойцом 4-го эскадрона корпуса фронтильеров департамента Франции Гарона. Имя Ахмеда Мишеля стало легендарным среди французских маки. Он в форме немецкого капитана возглавил операцию «Партизан» по спасению 500 детей-участников сопротивления, вывозимых в Германию. Дети были спасены, а сам он, раненый, был подобран немецким патрулем в поле через сутки после успешно проведенной операции. Спасла партизана немецкая форма и документы офицера. Ахмедию отправили на излечение в немецкий госпиталь.
Позже он выписался, и за проявленный героизм во время налета на поезд партизан Ахмедия был назначен комендантом немецкого гарнизона городка Альби, что неподалеку от Тулузы. Большими партиями по требованию коменданта Альби из концлагерей увозились военнопленные для ремонта городских дорог. Многие из них бежали в леса. Приходилось коменданту наказывать нерадивых охранников и ехать в концлагерь за новую партию военнопленных. За его деятельностью на посту немецкого коменданта пристально следило руководство французского сопротивления во главе с генералом де Голлем. В его руках десятки нитей, ведущих концлагеря и партизанское подполье. Но нельзя было так долго испытывать терпение немцев, и, выпустив на свободу очередную партию пленных советских солдат, Ахмедия бежал с партизанами. Немцы за поимку Джабраилова предлагали 10 тысяч марок. Органы государственной безопасности СССР долгое время не верили показаниям Ахмедии, но в итоге его оставили в покое, и он начал тихую жизнь в родном селе, работая в местном колхозе. Накануне исторического визита в СССР в 1966 году Шарль де Голль сообщает советскому руководству, что хотел бы увидеться со своим старым другом Ахмедом Мишелем. После долгих поисков с подключением самого генерального секретаря Леонида Брежнева героя находят и приводят во Внуково-2 встречать президентский самолет. Увидев старого товарища, президент Франции даже отменяет часть мероприятий, чтобы подольше побыть с другом. Правда, до этого чиновники ведут сельского жителя в ГУМ, чтобы купить ему нарядную одежду и таким образом скрыть, что на родине Ахмедия Джабраилов вовсе не пользуется такими почестями, как во Франции. Но, попрощавшись с де Голлем, герой вновь возвращается в Азербайджан, оставив в гостином номере дорогой костюм из ГУМа. Только после этого Ахмедию Джабраилова начинают ценить и на родине. Ему дают должность агронома и несколько наград. В 1975 году отправляют во Францию на встречу с боевыми товарищами. Я могу очень многое рассказать о моем товарище Армеде Мишеле, но, стараясь быть кратким, я скажу о том основном, что сохранилось в моем сердце. Это был преданный товарищ, солдат, обладающий той непоколебимой уверенностью и убежденностью, которая необходима для победы над гитлеровским врагом. Ахмедия Джабраилов погиб 10 октября 1994 года в Щеки. В результате нелепой аварии грузовик сбил телефонную будку, в которой находился герой сопротивления. Часто, когда его спрашивали, почему он уехал из Парижа, Джабраилов с улыбкой отвечал: «Фортуна – настоящая куртизанка».